Всем привет, вы на канале Diff, это новый ролик по игре Drag Racing уличной гонки, и по превьюшке, я думаю, все ясно. Сегодня делаем новый проект, с вас, как всегда, лайк, подписочка на канал, если вы еще не подписаны. Также ссылка на мой телеграм-канал есть в описании под роликом. Но я желаю вам приятного просмотра, а мы летим в автосалон и покупаем нужный нам автомобиль. Он находится в C-классе, и да, это Lanos. Очень банально, и вопрос зачем, если этот автомобиль является полной пустышкой. Этот автомобиль никуда не едет, сам кузов тоже не примечателен. И что я в этом автомобиле увидел? Я увидел то, что это C-класс, и это та внешка, которая меня привлекает. Так как у меня нет автомобиля в C-классе, а турнирку копить мне очень и очень нужно, я решился на покупку данного автомобиля. И в целом, я думаю, я буду доволен, потому что в целом, чтобы участвовать в турнирах, не нужно иметь какой-то топовый автомобиль. Вам нужно просто иметь автомобиль данного класса и просто его хорошо прокачать и настроить. Этим мы с вами и займемся. Кстати, как вы видите, винил на данный автомобиль у меня есть, потому что такой автомобиль у меня есть в D-кастоме. Кто помнит, кто не помнит, напишите в комментах. И вот я решил винил немножко упростить, потому что мне кажется, что вот так он выглядит намного ярче и красивее. Ну вот просто все грани автомобиля подчеркнуты, видно, что Diff, видно, что чей автомобиль. Вот так он мне еще больше нравится. И теперь я готов его прокачивать. Как я и сказал, прокачиваю его для того, чтобы участвовать в турнирах, чтобы зарабатывать турнирку, потому что в игре совсем скоро появится полно различных автомобилей, которые будут добавлены в турниры на автосалон. Ну, например, BMW 4 серию, которую я очень хочу заполучить, хочу ее прокачать, снять обзор, но в общем, этот автомобиль мне очень хочется получить. Да и в целом, все автомобили, которые выйдут, я хочу покупать и прокачивать, и делать это самым первым. Так что с сегодняшнего дня я начинаю активно катать турниры, и вот к завтрашнему турниру я уже готовлю вот такой вот автомобиль. Да, у меня не особо много баксов, вот если продать всякие купончики, у меня их уже 6000, но все равно для полноценной прокачки этого недостаточно. Чертежи у меня тоже есть, но тоже недостаточно на full прокачку в чертежах. Монет у меня не так уж и много, но я думаю, что-то продастся на рынке, и тогда у нас появится еще чуть-чуть в бюджете. А сейчас у нас стоит задача прокачать автомобили по мере наших возможностей. Я уже установил визгейт, и сейчас подбираю на данный автомобиль турбинки, так как автомобиль у нас едет на турбо, потому что объем двигателя небольшой, количество оборотов тоже в рамках разумного, и поэтому как бы турбо. В общем, установил я еще сейчас пайпинги, теперь установлю впуск. Ну и теперь давайте вернемся к турбинкам. Турбинки, я думаю, ставят за 520 баксов, они вроде бы больше всего совместимы с данным автомобилем, выдают лучшее количество пикового момента, пиковых лошадок, то есть то, что нужно, чтобы показать максимальный результат. Игра, не знаю, немножко подвисает сервера в последнее время, не знаю, только у меня или у всех, и это грустно, особенно это сказывается на записи ролика, потому что если вы еще играете, как бы это можно чуть-чуть потерпеть, то на ролике такие моменты приходится немножко подчищать, и я думаю, это будет заметно. Но ничего страшного, я надеюсь, в ближайшее время, в следующем обновлении выпустят какую-то оптимизацию, игра станет немножко лучше. Кстати, обнов уже давненько не было, и хотелось бы что-то увидеть. И я надеюсь, что в сентябре нас разработчики очень и очень порадуют. Так что ждем сентябрь, новые контракты, новые обновы, новые автомобили. Будем верить, что это все нам скоро дадут, и ждем, в общем. А теперь возвращаясь к прокачке. Установлено уже две турбинки, которые совместимы с данным автомобилем. И пока что ячейку турбо я предлагаю закрыть. Следующий момент, что я хотел бы сделать, это поставить на данный автомобиль слики. Для начала ставлю 14 радиус колес, мне кажется, это то, что нужно для данного автомобиля в C-классе, хотя в целом можно было поставить и 13 радиус колес, но если мы можем поставить 14, то почему бы и нет? У нас будет больше площадь зацепа, и это как бы должно нам немножко как-то помочь. Так, слики у нас в самом конце, цена на них, слава богу, не изменилась, 67 тысяч монет за пару, за комплект. Такая еще божеская цена, в целом это не самое дорогое, что есть в игре, так что в целом окей.
Также устанавливаем еще один комплект сликов. И теперь, чтобы закончить образ, я думаю, нужно поставить сюда какие-то диски. Для этого мы отправимся в стайлинг. Также, я думаю, можно было бы сюда поставить полочки. Полочки по-любому этому автомобилю посмотрелись, неплохо, на нем так точно. Но просто для меня автомобиль на сликах без полок существовать не может. Так же сам автомобиль на обычных покрышках с полками — это что-то, запретное. Такое мне вообще не по душе. Насчет дисков. Диски я поставлю вот такие, хотя мне кажется, что эти диски, скорее всего, сюда не особо идут. Вот давайте еще один поставим комплект, посмотрим, как оно будет смотреться. Мне кажется, лучше поставить Moon. Они мне как бы больше, наверное, импонируют именно в сочетании с Ланосом. Но пока не знаю. Давайте установим полки вот для внешники. Наверное, заднюю полку поставим за 12 тысяч, чтобы она была побольше, а переднюю за 5, чтобы колесо смотрелось как-то поменьше. И да, вот как-то полки с покрышкой и с этими дисками не особо сочетаются. Наверное, все-таки поставим диски Moon. Они сейчас прям во всей своей красоте. Они сейчас блестят независимо от цвета диска. И это круто, вот их пофиксили. И вот эти диски вообще, наверное, лучшие из лучших в игре. Так что, скорее всего, да, вот их и оставляем. Мне кажется, они лучше сочетаются. Автомобиль вот смотрится намного ярче и как-то более к себе привлекает. В комментах вы можете написать, какие диски бы вы поставили, и может быть в следующем видео я их изменю. Ну а пока что оставляем эти. Следующий момент. Давайте соберем выхлоп. Выхлоп соберем полностью, поставим обычную баночку, пламя-гаситель и паучок. Это стандартный мой набор, это база, и я от нее никуда не буду уходить. Вот ставлю и все. Мне кажется, вот это идеальное сочетание, вот по крайней мере насчет выхлопа. Выхлоп-баночка — это вот самое то, что нужно, потому что каких-то других классных выхлопов нету, а все остальное, мне кажется, портит внешку автомобиля. А вот баночка — это то, что вот нужно. Можно еще было поставить двухствольный выхлоп, но он, увы, не придает нам топовых характеристик. Так что как-то так, а теперь я готов установить нам задний привод на Ланос, потому что Ланос переднеприводный, а на переднем приводе мы никуда не уедем. За 280 тысяч мы вот ставим задний привод и кайфуем от жизни. Следующее, что в двигателе еще можно сделать, это прокачать чип, потому что без чипа никуда в настройки, да и в целом чип нам очень поможет. Так что чип мы ставим за 427 тысяч, на нем мы никак не сэкономим, потому что нужно брать тот, что подходит. По коробке пока что ставлю 3.7 пятиступку, и, наверное, вот чтобы вообще по красоте, поставлю пневмошифтер Pro, чтобы автомобиль идеально переключался и хорошо ехал. Теперь что? Давайте дособираем турбо. Почему бы и нет? Поставим вот воздушный фильтр, поставим еще интеркулер и забудем про то, что у нас есть ячейка турбо, потому что она у нас полностью собрана и собрана как нужно. Теперь вернемся к подвеске и соберем подвеску, потому что бабосики еще есть, и правда еще есть выбор, вложить это в подвеску или в двигатель, но я вложу в подвеску, потому что мощности у нас за счет турбо и выхлопа уже предостаточно, а зацепа вообще нет. Так что качать двигатель смысла нет, потому что мы опять же прибавим мощности, зацепа не будет и толку от тачки тоже тогда не будет в турнире. Мы делаем акцент вот на подвеске, а двигатель как-нибудь потом соберем. Тогда, когда уже будем полностью настраивать автомобиль, когда мы его полностью докачаем чертежами, вот в самом конце. Видим, кстати, что сервер прям летает вообще идеально, никаких пролагов, вообще идеальное соединение, вот каждую деталь устанавливаешь, ничего не виснет. Я не знаю вот реально почему так, именно вот в УГ такие проблемы, хотя качество интернета у меня очень хорошее, соединение с телефоном как бы тоже неплохое, и все остальное работает, а вот в УГ вот такие траблы вот постоянно с серверами, иногда это вымораживает и очень сильно. Вот кто со мной согласен, ставьте плюсик в комментах. Ну а мы пытаемся дособирать подвеску, дособирать всякие пружинки, чертежи, тормозные диски, колодки. Поставим пневму, кстати, за баксы, потому что без пневмы никуда. И, наверное, тогда отправимся в кузов, поставим всякие приблуды по типу антикрыла, облегчений всяких.
И потом мы уже будем двигаться к прокачке чертежами, настройки и посмотрим вообще какие-то автомобили. Кстати, кто увидит меня завтра в турнире, пишите в комментах под этим роликом, как я еду, я постараюсь до завтра вот еще подкопить какие-то ресурсы, что-то еще подделать, еще после ролика поднастроить, и тогда посмотреть, что получится в турнире. Мне кажется, для турнира вот тачка будет бомбической. Да, можно было взять какой-то Audi Quattro 80 или что-то другое из C-класса, что едет намного лучше в стоке, но меня привлекла внешка, и из-за внешки я и взял этот автомобиль. В целом, в реальной жизни с Ланосом тоже очень много чего связано. У нас в семье был когда-то Ланос, еще давным-давно, там Ланос польской сборки. Недавно он ездил на Сенсе, на всяких Део Ланосах. В общем, на всех сборках Ланоса я ездил в реальности на разных комплектациях. И вот в реальности этот автомобиль ко мне как-то приелся, запал в душу, и когда я узнал, что в игре будет Ланос, ну я не мог обойти его стороной. Я уже делал проекты, и вот сейчас сижу, думаю, что бы сделать еще. И вот решил сделать Ланос. Вы уж не судите строго, я знаю, что не каждому эта идея может понравиться. Так что давайте сделаем так. Следующий проект выбираете вы сами. Вы предлагаете в комментах сейчас, что бы вы хотели, чтобы я сделал. Кратко автомобиль, в каком классе, сток, не сток. И у кого из вас будет больше лайков на вашем комментарии, ту идею я возьму и сделаю в ближайшее время. Кстати, совсем скоро на аккаунте с 030 я сниму ролик, где я делаю Супру. А пока прокачка чертежами. Чертежи как бы было не особо много, как я их хотел, и получилось что-то такое. Ну, в общем, вот так как-то сделано, я постарался, но пока что результат не очень. Пока что 533 лошадиные силы на тонну, и мы двигаемся настраивать. В настройке я провел не слишком много времени, потому что настраивать не полностью прокачанный автомобиль я смысла не видел. Я так что-то где-то подкрутил, и по итогу я смог преувеличить количество лошадок и, возможно, как-то улучшить результат, который мог бы быть. И вот результат. 926 лошадиных сил на тонну, и прежде чем я буду делать какие-то заезды, я поставлю автомобиль на учет. Кстати, вот можно купить номера, но номера какие-то не очень, не знаю, почему они считаются премиум, не будем покупать такие. Лучше просто поставим на учет за 1000 монет. Какой регион? Ну давайте попробуем выбить с Днепра что-то интересное. Если нет, то я просто сделаю обмен номеров с одной тачки на другую. У меня вроде бы на BMW E36 328i есть неплохой номер, и может быть мы просто обменяем, а может с какой-то другой тачки поменяем номера, потому что комбинация не очень. И, кстати, вот смотрите, реплика получается, не знаю, вот две инь и янь, один класс, другой класс. Ну, в общем, не суть. Сравнить эти автомобили вы можете просто по двум этим роликам, по этому и по тому, который я снимал еще, наверное, год назад, и для себя решить, какой автомобиль вам больше нравится, этот в стоке или тот в декастоме. Вот, поменяли мы номера, и теперь я готов сделать финальный заезд и посмотреть, как едет автомобиль после вот такой вот мини-прокачки. Посмотрим, вообще, можно ли будет катать турниры на нем вот хорошо и прям что-то фармить. Ну и после ролика я постараюсь вот выжать прям максимум, вот дожать этот автомобиль, докрутить, поднастроить и завтра вот реально показать результат, так что ждите меня в турнире. Ну и теперь давайте посмотрим на результат, который получился. Пока что 934 лошадиные силы на тонну, вот все характеристики, и теперь делаем заезд на время. Для этого нажимаем заезд на время и прогреваем резину. Греть резину, скорее всего, нецелесообразно и в целом да и неразумно, потому что коробка не настроена и на старте могут быть запинки. Ну ничего страшного, после ролика, если они будут сейчас, я их обязательно уберу. Жмем газ в пол на 7500 оборотов, да, небольшой вот запиночка на старте, но незначительная. Дальше в целом турбины дуют хорошо. Автомобиль едет тоже неплохо, переключаемся где-то на 7500 оборотов и проезжаем дистанцию 804 метра за 14 секунд 38 сотых.
Скорость на финише 296 км в час, разгон до сотни 2 секунды, разгон до 200 6 секунд. И это неплохой результат как для 900-сильного автомобиля, но я думаю, что получится выжать больше. И уже завтра мы это с вами сможем узнать, когда вы увидите меня в турнире. Вот такой ролик получился. Пишите идеи для следующих роликов в комментах. Кто не поставил этому ролику лайк, я попрошу вас это сделать прямо сейчас. Кто еще не подписан, подпишитесь. Ну а с вами был, как всегда, Дифи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.